Привет, здрасте, ребятки. Сегодня ничего печатать не буду, а попробую зацепить термоэлектрический преобразователь. Вот на эту прекрасную тепломагистраль, если я правильно выражаюсь. Давайте попробуем. За городом, да и не только, а еще и в коллекторах проброшены сотни километров тепломагистральных коммуникаций. В некоторых местах, например, возле вентилей, трубы не заизолированы и просто в воздух улетают миллионы калорий или джоулей, если хотите. Так вот, а почему бы не использовать эти островки тепла для получения электродвижущей силы с помощью термоэлектрических генераторов? С помощью этой халявной энергии можно, например, запитать уличное освещение, ведь тепломагистрали располагаются как раз возле дорог. В этой серии я только соберу и установлю на трубу блок термогенераторов. Нашел кусок трубы с диаметром 1000 мм, отволоку ее к Владимиру в гараж. Но надо же иметь какой-то образец, чтобы приблизительно знать, как лягут пластины к трубе, не будет ли зазоров лишних. Владимир мне нашел кучу радиаторов со старых советских тиристорных сборок. Отверстия для радиаторов пришлось залить оловом для большего теплового контакта с модулями. Сами радиаторы 4 на 8 см, как раз под 2 пельтье. Но, к сожалению, парочки не хватило. Пришлось обрезать нестандартные до нужных размеров. Впервые я услышал слово «шабрить». А вы знаете, что это такое? Вот и я не знал. Таким способом снимают тонкий слой стружки с металла, чтобы идеально выровнять поверхность. Давайте покажу всю эту хитрую технологию. То есть вот это что такое? Это пятно, это вершина. Вот которое надо срезать. Да, которое надо срезать. Там, где торчит. Да, и вот этот проверочный стол, который вы видите, Владимир тоже полгода шабрил, чтобы добиться идеально ровной поверхности. О, вот это уже более-менее результат. Ну, можно еще доводить. Да куда там доводить? Паста выровнит, я думаю. Так тут уже даже без пасты можно, по-хорошему. Ну. Пластина, которая будет прижиматься непосредственно к трубе и контактировать с горячей стороной пельтье, мы решили сделать из 40-го уголка. К сожалению, другого материала для этих целей не нашлось. Оставшиеся пластины тоже пойдут в дело. С их помощью будут прижиматься сами радиаторы. Думаю, что при сборке вы увидите, как все это будет выглядеть. Осталось обработать площадки вместе с пилоуголка и нарезать шпильки для крепления радиаторов. Да, толку от меня было мало, только мешался, наверное. Но план, как вы видите, выполнен. Спасибо Владимиру. Перемещаемся в мою мастерскую для сборки. Вот сколько хахаряшек пришлось изготовить для этого подвеса. Теперь надо собрать весь этот цветной металлолом в единую конструкцию. Прежде чем крепить пельтье, их надо проверить. Представляете, я уже испытал предварительно, но у некоторых перепутаны полярности плюс с минусом. Вот китайцы умеют делать. Нагрел стол до 80 градусов, чтобы непосредственно проверить каждый элемент пельтье. У 4 элементов выявил, что цветовая маркировка проводов не соответствует полярности, то есть красный минус, а черный плюс. Так что всегда проверяйте китайские шабашки, а то они любят усложнять нам жизнь. Вокруг блока хочу немножко утеплить трубу. Не знаю, поможет ли это. Материал-то тонкий. Ну да ладно, красивее будет. Решил спаять все элементы и потом уже устанавливать на железный каркас. Вроде все пельтехи спаял. Приступлю к конечной сборке. Для лучшего теплового контакта зачищу все спиртовым раствором. Вот такую пасту я подобрал, КПТ-8. Вроде производитель пишет, что рабочий диапазон от 60 до плюс 180 градусов. Думаю, что самое то для таких испытаний.
А ты что считаешь по этой пасте? Напечатай мне пару символов под видео за нее. Не знаю, не толстые ли я слои наношу. Ух, и какая-то паста маркая, перемазался весь. Чтобы не передавить элементы, я еще нарезал пружину от воздушного пистолета и напечатал дополнительные защелки из АБС пластика, чтобы радиаторы стояли точно посередине. Ну вот, вся сборка движется к завершению. Вот какой интересный термоэлектрический генератор получился. Термогенератор готов. Осталось только закрепить его. Сейчас поищем тепленькое местечко. Именно в этом месте я хочу подвесить генератор. Как говорится, не имей 100 рублей, а имей 100 баксов и хороших знакомых. Конечно же, все монтажные работы я буду производить с согласия моих хороших знакомых в отрасли энергетики города Норильска. Спасибо, ребята, что согласились мне помочь. Запитать от этого блока я планирую несколько термодатчиков, которые будут показывать температуру трубы, температуру воздуха на улице и, собственно, сколько вольт вырабатывает сам блок Пельтье. Данные планирую передавать с помощью GSM-модуля, так что все киповское оборудование будет работать просто в автономном режиме. Кое-как дотащил эту железяку. Килограмм 10-11, наверное. Ну вот мое рабочее место на сегодня. Вот те трубы. Кто там у нас с группой допуска? Ну-ка расскажите мне. По-моему, на расстоянии от 1,8 метра разрешены монтажные наладочные работы только со страховочным поясом. Но, к сожалению, у меня такого нет. Представления не имею, как я здесь буду снимать и как вешать вот эти трубы. Будем думать на месте что-нибудь. А что делать? Придется импровизировать. Что-то я устал уже комментировать каждый шаг. Давайте на этом куске видео я избавлю вас от своего противного голоса. Something right and make up for what I lost. I was down, but things are looking up. I wanna get high on you, caught by surprise by you. Want you to make my heart feel as much as I know it should. Ух, и страшновато здесь. Высота, конечно. Ну а что делать? Назад пути нет, будем поднимать. Еще несколько часов пришлось мне провозиться с подъемом. Спускался и поднимался я по лестнице. Ну раз 20, наверное. Для хорошего контакта с трубой я также промазал все блоки термоэлектрического генератора. Попытался зачистить трубу от ржавчины, но думаю, что это малозначимая процедура. Буду надеяться, что термопаста создаст хороший контакт. Затягивание гаек меня очень радует, так как это уже финальная стадия установки. Температура трубы около 50 градусов. Надеюсь, что к зиме ее все-таки разгонят градусов до 80. Ну вот, в принципе, термоэлектрический генератор подцеплен. Сейчас надо дождаться холодов и уже тогда производить замеры. Но я с вами не прощаюсь, не болейте и храни вас Господь. До встречи. Да, ребята, придется снимать еще одно видео. Сейчас просто еще и труба холодная, да и на улице плюс 1 градус. Так что ждите вторую часть, если его, конечно, не сопрут.